сих пор не ошибся. Если Ильхам Алиев говорит, что Азербайджан древнейший народ, но Ильхам Алиев не покажет ни одной монеты, которые хотя бы их создали в Кремле большевики. И значит, не понял, что я говорю. Алиев готовит для тебя лично поражение. Он готовит войну. Но недавние абсурдные посягательства алиевского режима на всю территорию Армении, согласно которым Армения якобы является западным Азербайджаном, дал свой ответ Владимир Погосян, бывший помощник советника президента Армении по национальной безопасности и помощник начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении. В своем микроблоге он сделал ряд жестких заявлений, адресованных Ильхаму Алиеву и даже Николу Пашиняну. Ниже приводим ряд его заявлений. Добрый вечер, мои дорогие друзья. Я получил огромное количество сообщений и писем в мессенджерах. Меня просят прокомментировать заявление президента Азербайджана, касающиеся Армении, Зангезурского коридора и притязаний на суверенитет нашей страны. Давайте начнем по порядку. Я прокомментирую каждый вопрос. Сразу хочу сказать, обращаться я буду не только к президенту Азербайджана, но и к премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Первая часть моего заявления касается президента Азербайджана, а вторая – действий военно-политического руководства Армении, включая силовые структуры. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил перед участниками международной конференции на тему «Культурное наследие и право на возвращение». Я процитирую его слова. Он говорит об азербайджанском народе, обладающем древней историей. Сразу хочу отметить, идея древней истории в представлении азербайджанского народа искусственная. Это очень молодая нация, созданная при помощи большевистской кремлевской России, фамилиями вроде Троицких, Кагановичей, Капланов и других. Создавали ее русские и британцы. Когда Азербайджан называет себя народом с древней историей, я хочу напомнить Алиеву-младшему слова его отца на пленуме. До 1930-х годов их называли закавказскими татарами. Известно обращение Ленина к закавказским татарам. Во всех международных энциклопедиях того периода нет понятий «азербайджанец» или «азербайджанский этнос», были горские татары. Если Азербайджан считает себя древней нацией, пусть покажет хотя бы одну монету XVIII-XIX веков с азербайджанским происхождением. Никакого древнего Азербайджана не существовало. Это был искусственный проект Кремля и большевиков, которые перекроили территорию Армении в интересах Ататюрка. Британцы тоже участвовали в создании этого государства и продолжают оказывать влияние. Я прекрасно знаю, как работала британская разведка в России, знаю людей, которые были ее агентурой и продвигали интересы Лондона. Сейчас не об этом. Азербайджан просто создает новую историю, переписывает ее для себя, но выглядит это смешно. Далее Алиев заявляет, что за последние 2 столетия азербайджанский народ неоднократно сталкивался с лишением, депортациями, геноцидами после переселения армян на исконные земли Азербайджана. Перейдем к фактам. Он упоминает 1905-1907 годы. Во-первых, в те годы никакого азербайджанского государства не существовало. В Армении азербайджанцы почти не проживали. В Баку в те годы из примерно 1 миллиона жителей подавляющее большинство составляли армяне, русские, евреи и часть лезгин. Азербайджанцев там почти не было. Все нефтяные месторождения осваивали русские, армяне и евреи, Гюльбенкян, Монташев и другие. Азербайджанских врачей, инженеров и специалистов тогда фактически не существовало. Поэтому говорить о резне 1905 года против азербайджанцев бессмысленно. Такой нации тогда просто не было. В 1920-1921 годах Ленин обращался к закавказским татарам. Уже позже большевики и британцы учредили новую нацию – азербайджанцев, основанную на тюркоговорящих кочевых племенах. Это потомки сельджуков, кочевников Золотой Орды. Это были народы юрт, не оседлые, а кочевые. Они никогда не строили города. Термин «Ана-юрт» — «родина шатра», говорит сам за себя.
Дальше Алиев говорит о сотнях тысяч азербайджанцев, вынужденных покинуть Армению. Никогда в Армении не жило сотни тысяч азербайджанцев. До конца 1980-х годов их было максимум около 150 тысяч, включая смешанные браки, курдов, езидов и других. Никакой резни в Армении не было. Напротив, в конце 1980-х годов азербайджанцы уезжали, продав свои дома армянам, вывозили имущество. Армяне же в Азербайджане потеряли все – и движимое, и недвижимое. Именно армянские общины подвергались погромам. Шушинская резня, погромы в Карабахе, массовые нападения еще с 1905 года. Турецкая армия и азербайджанские вооруженные отряды в 1918 году участвовали в массовых убийствах армян. Когда Алиев говорит, что их резали и депортировали, это ложь и манипуляция. Он формирует общественное мнение, чтобы давить на Никола Пашиняна. А Пашинян – политик, который не отражает национальные интересы Армении, не понимает международную политику, не понимает армянскую цивилизацию и ценности. Его команда – полуграмотные люди, далекие от формирования государственной стратегии. Но об этом я скажу отдельно во второй части, отметил Владимир Погосян. Сейчас мы видим сознательную манипуляцию Алиева на тему погромов и сотен тысяч беженцев. Цель – создать давление, чтобы Пашинян вновь испугался и начал говорить о необходимости уступок. Мол, Азербайджан угрожает. Но мы никогда не позволим, чтобы азербайджанские структуры вернулись на армянскую территорию. Если Пашинян и Ален Симонян хотят жить вместе с азербайджанцами, я готов купить им билеты в Баку за свой счет, отметил Владимир Погосян. Далее Алиев говорит, что Армения исторически уничтожала азербайджанское культурное наследие. Это очередной инструмент давления на деморализованное армянское руководство. По сути, шантаж и прямые угрозы. Никакого западного Азербайджана не существует. Государства Азербайджан в историческом смысле никогда не было, и Британии. Он продолжает говорить о святых местах и преступлениях армян против азербайджанцев. Этими заявлениями он готовит почву для международной поддержки своих претензий и силового сценария. Обращаюсь к Николу Пашиняну. Алиев готовит для тебя личное политическое поражение и войну. Ты создал крайне неэффективную службу внешней разведки и профнепригодные силовые структуры. Я знаю, как назначались руководители, какие аргументы приводили американцы и европейцы, и все это станет твоей персональной ответственностью, Пашинян, говорит Владимир Погосян. Кадровые назначения, которые привели к тяжким последствиям для государства, это не только политическая, но и уголовная ответственность. И отвечать будете не только вы, но и те, кто исполнял ваши приказы, противоречащие национальной безопасности. Алиев, говоря о международном сообществе, подготавливает плацдарм для аннексии юга Армении и выхода к Сивану. Я давно говорил, планы Азербайджана – это не предположение, а четкая программа, которую они последовательно реализуют. В 2023 году я говорил, что Россия уйдет в 2024. Многие не верили. В 2019 году я предупреждал о том, что начнутся боевые действия. Все это сбылось. Сейчас я говорю. Алиев готовит международное мнение для аннексии юга Армении, в том числе Варданийского района. Он говорит о сохранении азербайджанского культурного наследия, которого у них просто нет. Есть старый советский анекдот. Армения просит открыть Министерство морского флота. Ей отвечают: «Зачем? У вас же нет моря». На что армяне отвечают: «Но в Азербайджане же есть Министерство культуры». Это все говорит само за себя. Основная задача Алиева – уничтожение армянской государственности. Он получил команду «ФАС». Я обращаюсь к Николу Пашиняну. Не смейте завтра выходить в парламент и говорить, что «надо соглашаться, иначе будет война», или «это ответ Алиева армянским радикалам». Нет, это не так, подытожил Владимир Погосян. Делитесь своим мнением в комментариях и подписывайтесь на Регньюз, чтобы быть в курсе самых важных новостей мира и нашего региона.